Айяола. В африканской деревне у Красной реки жила Айяола. Там хижины стояли кругом, словно ладони большой семьи. Айяола вставала раньше петухов и легкого ветра. По утрам солнце касалось ее длинных темных кос и наполняло теплом ее тело, пока она носила воду из родника в тяжелых глиняных кувшинах. Помогала бабушке сушить рыбу на горячих камнях, слушала истории старцев под старым толстым баобабом. Она смеялась громче, чем деревенский бубен по утрам, а думала глубже, чем тихая ночная река. Люди говорили, что эта девочка видит дальше других. Бабушка Ная часто ворчала, но глаза ее улыбались. Однажды сказала, щурясь: «У меня больше секретов, чем зубов». Айяола рассмеялась так, что курицы разбежались по двору. Бабушка качала головой, притворно сердясь. Именно она научила Айяолу слушать, понимать и терпеть. Не перебивать, не спорить, а вдумчиво слышать слова. Айяола росла среди песка, ветра и высоких баобабов. Ее сердце было легким, а разум крепким и ясным. Так проходили ее дни, теплые и пыльные, но радостные, и все в деревне знали, она необычная девочка. Однажды вечером деревня собралась у большого костра. Огонь трещал, будто спорил с темным ночным небом. Старейшины сидели на низких пнях у огня. Женщины рассыпали жареные орехи по ладошкам и смеялись тихо. Мужчины говорили о скоте, охоте и предстоящих дождях. Вперед вышел молодой охотник по имени Кахари. Он был высок, силен и слишком уверен в себе. Лук его блестел ярче, чем самые яркие звезды, а голос звучал громче барабанов. Он объявил, что хочет жениться на Айяоле сегодня. Люди зашептались, огонь затрещал сильнее обычного. Айяола встала спокойно, не спеша и без страха. Я соглашусь, но жених должен выслушать 3 истории полностью и ответить на вопросы после каждой из них. Если поймет смысл, стану твоей женой. Кахари усмехнулся, будто победил заранее. Он поправил волосы, словно герой старой охотничьей легенды. Бабушка Ная тихо хмыкнула, покачала головой и сказала: Иногда кабан слушает лучше любого охотника. Айяола посмотрела на огонь и начала свою историю. В саванне жил сильный лев, гордый и могучий. Он рычал так громко, что дрожали холмы. Звери разбегались, когда слышали его тяжелые шаги. Лев гордился собой и думал, что страх – это сила. Он верил, кто боится, тот его уважает. Лев увидел маленькую черепаху на тропе. Она медленно переходила песчаную тропинку не спеша. Лев зарычал, чтобы показать свое величие всем зверям. Черепаха не убежала и не спряталась в кустах. Она спокойно сказала ему тихим и ясным голосом: «Если ты силен, зачем пугаешь слабых и беззащитных?» Лев задумался впервые и замолчал на несколько мгновений. Птицы перестали хлопать крыльями, а ветер стих. С тех пор звери уважали льва по-другому. Не за рычание, а за спокойствие и рассудительность. Айяола посмотрела на Кахари и спросила: Кто был сильнее на самом деле? Скажи мне. «Лев», — уверенно сказал Кахари, не раздумывая. Нет, сильнее тот, кто слушает. Огонь потрескивал, ночь сгущалась мягкой тьмой вокруг. Айяола смотрела в пламя и начала вторую историю. Жила хитрая гиена, что нашла старый родник. Вода в нем была чистой и прохладной. Гиена решила никому не показывать воду. Она объявила зверям, что вода отравлена. Пугала их рассказами о странной болезни. Сама же пила каждую ночь тайком. И смеялась, глядя на пустую саванну. Но пришла засуха, и река высохла полностью. Звери ушли далеко искать спасения. Саванна опустела, стало тихо и пусто. Гиена осталась одна со своим колодцем. Воды было много, но делить было не с кем. Однажды она упала возле колодца без сил.
Звала на помощь, но никто не пришел. Эхо возвращало только ее собственный голос. Айола подняла взгляд на Кахари спокойно. Кто остался один в этой истории? Гиена. Быстро ответил он. Несколько мужчин у костра, соглашаясь, кивнули. Кахари усмехнулся, думая, что понял. Нет, жадность осталась одна. Кахари нахмурился, но промолчал. Огонь отразился в его глазах. Бабушка Ная тихо хмыкнула, глядя в пламя. Костер потрескивал, искры поднимались к звездам, а ночь стала глубже и внимательнее к словам. Айола не торопилась начинать третью историю. Жил в деревне ткач красивых тканей. Его полотна были ярче заката над саванной. Он гордился руками и быстрым умом. Смеялся, когда старики что-то советовали. Однажды небо потемнело среди ясного дня. Песчаная буря поднялась резко и сильно. Старый сосед крикнул ему спрятать ткани, но ткач продолжал работать упрямо. Он хотел доказать, что его ткани сильнее ветра. Ветер сорвал лучшие полотна одним рывком. Песок порвал нити и запутал узоры. Ткач стоял среди разорванной ткани молча. Тогда он понял, что нельзя соревноваться со стихией. С тех пор слушал ветер и старших. Почему ветер разрушил его работу? Кахари ответил медленнее прежнего. Потому что он был слишком горд. Айола кивнула, но добавила спокойно. Гордость делает человека глухим к предупреждениям. Кахари отвел взгляд от ее глаз. В этот раз он не улыбнулся. Старейшины сказали, что сила без мудрости пуста. Бабушка добавила. Гордость всегда глушит уши. Кахари покраснел, словно в нем зашипели угли костра. Он резко встал, опрокинув пенек. «Я лучший охотник этой земли!» И ушел. На рассвете Кахари пошел на охоту слишком быстро. Он хотел доказать, что нет никого, кто сильнее его в саванне. Погнался за антилопой и не заметил, как упал в старую яму, скрытую травой и песком. Нога ударилась о камень. Солнце жгло сильно, жара и боль стали испытанием. Айола собирала травы неподалеку и услышала крик. Она могла пройти мимо, но пошла к нему смело. Кахари сидел в яме, пыльный, растерянный и злой. Не говори и не двигайся. Она очистила рану, перевязала листьями и принесла воду. Он оперся на нее, впервые молчал и слушал внимательно. Ночь была теплой и тихой, костер почти догорел. Айола подняла сухую ветку и положила в огонь. Пусть этот огонь будет общим. Не твоим, не моим, нашим. Кахари немного помедлил, затем кивнул. Он положил свою ветку рядом с ее веткой. Пламя поднялось выше и стало ярче. Свет коснулся их лиц мягким золотом. Они стояли рядом, плечом к плечу, без громких обещаний и лишних слов. Слышно было только треск огня и далекий ночной звук барабана. Завтра я пойду к реке рано. Если хочешь, приходи. Айола посмотрела на него внимательно. В ее глазах не было сомнения. Она не ответила сразу, только улыбнулась и поправила косу. Где-то за деревней запел ночной ветер. Над саванной медленно двигались звезды. И казалось, что эта история только началась.